Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Я Владимир Евграф, вы на канале Волоха, и сегодня у нас в меню шашлык из сома. Но прежде чем я начну его готовить, я хотел поделиться с вами своими впечатлениями от недавней поездки в Москву на встречу с подписчиками канала Галина Кухня. Столько эмоций переполняет, столько знакомств. Я знаю, что многие из моих новых подписчиков перешли с канала Галина Кухня ко мне в гости. Я очень рад. Спасибо вам, друзья. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я буду готовить для вас много интересных рецептов. А встреча у нас проходила в живописном месте в Подмосковье. Нам было очень весело и очень вкусно. Канал Галина Кухня мне подарил вот такую вот футболочку. У Галины скоро будет 1 000 000 подписчиков, и я надеюсь, мы отметим эту дату. Тоже весело. Я хочу поблагодарить канал Галина Кухня, сказать спасибо. Галя очень замечательный, позитивный, веселый человек. Галина, тебе отдельное спасибо. Спасибо всем девочкам, которые подготавливали ингредиенты для моих блюд. В общем, хочу поблагодарить всех новых друзей. Я рад знакомству с вами. На данном мероприятии я готовил шашлык из сома, и мне в комментариях после написали: а вы не могли бы снять рецепт? Вот сегодня специально по просьбам подписчиков я снимаю рецепт из сома. Давайте приступим к приготовлению. Для шашлыка из сома нам потребуется в первую очередь свежий сом, свежепойманный. Мы взяли кусочек 1,5 килограмма, 5 луковиц, смесь соли и перца. Я мешаю 2 части соли, 1 часть крупно молотого перца. Мне так удобнее потом присаливать шашлыки. И нам понадобится немного майонеза. Майонез неважно какой будет, то он у вас там сметанковый, на перепелиных яйцах, там любой, какой вам нравится, можете тот и применить. Начнем. Для маринования нарежем лук. Лук нарезаем пером, полукольцами, кому как нравится. Когда мариную шашлыки, солю и добавляю специи в сам лук. Я не наношу их там на мясо, они потом в процессе маринования попадают на мясо из лука. Сам сом, рыба довольно-таки жирноватая, мясо у него нежное и очень вкусное. Желательно для шашлыков брать часть самятины, это от головы до начала хвоста. Ну, где-то можно еще взять после самую толстую часть хвоста, потому что сам хвост очень жирный у сома, там очень много жира, и сложно будет пожарить это мясо на шампурах. Ну, на решетке еще можно, а на шампурах оно будет сваливаться. Поэтому мы вот взяли кусочек вот как раз после брюшины, вот небольшой узкий кусок перед хвостом. Сейчас оденем перчатки и приступим к маринованию. Чтобы не пачкаться самом, сначала замаринуем лук. На данное количество, на 5 луковиц, я возьму, наверное, 2 столовые ложки соли. Лук должен быть пересоленным чуточку, потому что рыбу мы не будем солить. Сейчас мы все это хорошенько перемнем, чтобы лук пустил сок. Думаю, что для многих я Америку не открыл. Многие, наверное, так маринуют тоже. Я просто показываю, как делаю я. Вот наш лук, взаимодействуя с солью, начал давать сок. Его откладываем в сторонку, пусть он пока промариновывается. И займемся рыбой. Возьмем нашего сома и отделим филе от хребта. Для этого вставляем нож и вдоль костей ведем к хвосту. Здесь отрезаем. Потом в обратную сторону, в сторону хребта также отделяем вдоль костей. И у нас получается вот такое филе. С обратной частью проделаем то же самое. Вот у нас получились 2 филешки. И вот такой вот хребет с плавниками. Вот. А основные жировые массы у сома вот здесь в плавниках и по хребту в самом верху по спине идет. Эту часть мы не выкидываем. С нее можно сварить замечательную уху. А филе нарезаем на порционные кусочки.
Вот здесь срезаем жир, он нам не понадобится. В процессе жарки он будет только отваливаться. Остальное филе у нас пойдет. Так как у сама слишком нежное мясо, и при жарке на шампурах слишком большие куски нежелательно делать. Потому что он внутри будет сыроватый, а сверху у вас уже будет готово и начнет отваливаться на угле. Поэтому нужно делать кусочки где-то сантиметра 3 на 3, где-то 4 на 4, вот такие. Они быстрее прожарятся и будут сочные. Пропекутся полностью по всей поверхности. Сама очень жесткая шкура, и поэтому понадобится острый ножик. Вот нарезаем вот такими вот кусочками сама для маринования. Складываем его к нашему маринованному луку. Удаляем жировую прослойку, пины на плавнике. Разделяем опять на нужную нам ширину кусочки. И нарезаем их поперек порционно. Напоминаю, лук мы посолили, поперчили, помяли, он дал сок. Нарезали на порционные куски самятину, добавили к луку. Теперь добавляем сюда майонез. На это количество нам понадобится, я думаю, ложки 2 столовые будет достаточно. Майонез обволакивает кусочки с рыбой, и в процессе жарки он создает корочку. То есть рыба будет и на вид очень привлекательный шашлык, и в то же время эта корочка будет держать кусочки, чтобы они у нас в процессе жарки не свалились с шампура. Хорошенько все перемешиваем. Вот и все маринование шашлыка из сама. Сейчас его мы убираем в холодильник, и где-то через час уже можно жарить. Дорогие друзья, наш шашлык из сама замариновался. Сейчас мы его насадим на шампура и пожарим. Берем обычные шампурчики, убираем весь лук с мяса, так как лук в процессе жарки будет подгорать. Как насаживать мясо сама, чтобы оно не слетело? Показываю. Вот у нас на куске находится кожа. И с противоположной стороны протыкаем кожу. Таким образом у нас за счет кожи у нас мясо будет держаться на шампуре и не слетит в процессе жарки. Проделаем то же самое со всеми кусочками. Лук обязательно выбирайте. Он свою работу выполнил, вкус мясу отдал, поэтому, чтобы не испортить конечный продукт в процессе жарки, мы его убираем. Кто ни разу не пробовал шашлык из сама, я скажу, что по вкусу он где-то близок к осетрине. Осетрина чуть поплотнее мясо, у сама даже мясо понежнее. Так что, а стоит он в несколько раз дешевле осетрины. Для шашлыка желательно из сама. Нужно выбирать мясо от сама, где-то от 15 до 30 килограммов такого веса, чтобы они были. Тогда он не будет слишком жирный. Моложе там меньше 15-10 килограмм, самые слишком постноватые будут. То, что там есть поверье такое, вот сом большой, и у него мясо жесткое, не слушайте никого, не верьте. Мясо у сама, оно у любого нежное, просто чем старше сом, тем он жирнее, и он будет приторный в шашлыке. Вот таким образом насадили. То же самое мы проделаем с остальными кусочками. Мы насадили шампуры, наши угли подошли, сейчас пойдем их пожарим. Кто захочет мясо сама жарить на решетке, очень хорошенько его промажьте решетку, потому что иначе оно прилипает, и вы готовый кусок там весь у вас в щепу развалится, когда вы будете решетку открывать. Лучше мясо сама жарить на шампурах, удобней. Пойдемте жарить, друзья. Уважаемые друзья, наши угли подошли, чтобы пожарить шашлык из рыбы. Ставим его на мангал. В отличие от мяса и птицы, шашлык из сама, он жарится очень быстро. В течение 5-7 минут мы его прожарим. Просто нам нужно с каждой стороны его заколеровать, с 4 сторон. Наш маринад из майонеза
придаст кусочкам самятины очень симпатичную такую карамельную корочку. Чтобы кусочки не развалились, их надо жарить быстро. Мясо сама нежное, жирное, и если его передержать, он просто упадет у вас в шампуре. Также очень вкусный шашлык из семги, форели, из сазана можно сделать, но сазан чуть костлявый, а сомон без костей, так же как и осетрина. Переворачиваем каждую минуту практически на сторону. При всем при этом нужно обратить внимание, что кожа будет румяниться быстрее, а мясо медленнее. Поэтому надо ориентироваться по мясу, по цвету. Мы по минуте прожарили с каждой стороны. Сейчас на минуту закроем крышку, чтобы рыба прогрелась внутри. Рыба не мясо, готовится очень быстро, напоминаю. Важно получить сочную рыбу внутри, но в то же время готовую. Если мы сама передержим, он может развалиться. В то же время немаловажную роль играет температура ваших углей. Можно жарить и 5 минут, но на хороших, нормальных углях. А можно жарить и 10 минут на слабых углях. Поэтому ориентируйтесь по углям еще. Уголь тоже бывает разный. Бывает древесный, березовый, бывает брусковый для грилей уголь. Он больше жара дает. То есть, ну тут в процессе опыта у вас придет это понимание, сколько времени надо уделить той или иной стороне, тому мясу или рыбе. У нас прошло 8 минут. Наш сом готов. Обратите внимание на его цвет. Давайте попробуем нашу сома. Кто был в Москве на встрече, те, конечно, попробовали и оценили по достоинству. Вот видите, он уже готов разваливаться. Дорогие мои подписчики, уважаемые зрители, вот такого шашлыка из сома мы сегодня добились. Он у нас получился сочный, не сгорел, в то же время проварился. Попробуем кусочек. Он просто тает во рту. Очень нежное мясо. Рекомендую вам найти где-нибудь свежего сома и обязательно сделать из него шашлыки. Я вас уверяю, вы об этом не пожалеете. Если вы угостите своих близких этими шашлыками, они будут вам только благодарны. На этом я хочу с вами попрощаться. До новых рецептов. Заходите в гости на канал, смотрите, пользуйтесь рецептами. Я готовлю для вас с доброй, открытой душой. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч.